Здравствуйте, это радио «Вашингтон», у микрофона Данила Гальперович. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и ее глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?» И вот его главные темы. Украина заявляет, что взяла в плен граждан Китая, воевавших на стороне России. В Конгрессе протестуют против ухода военных США из Европы. Бельгия окажет военную помощь Киеву на 1 миллиард евро. Как обстоят дела с ПВО Украины? Анализ Дмитрия Кузнеца. Мы начинаем сегодняшний выпуск с заявления руководства Украины о том, что украинские военные взяли в плен граждан Китая, воевавших в Украине на стороне России. Предположения о том, что в российской армии могут быть китайские военнослужащие, уже высказывались раньше, но Киев утверждает, что сейчас у него есть первое подтверждение на этот счет. Украинскими военными было продемонстрировано видео, предположительно китайца, одетого в российскую военную форму, который словами и жестами описывал обстоятельства своей сдачи в плен. Специальное заявление о пленных гражданах Китая сделал президент Украины Владимир Зеленский. Он опубликовал его в соцсетях. Вот его текст. Наши военные взяли в плен 2 граждан Китая, воевавших в составе российской армии. Это произошло на территории Украины, в Донецкой области. Есть документы этих пленных, банковские карточки, личные данные. Имеем информацию о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупанта значительно больше 2. Сейчас выясняем все факты. Работают разведка, СБУ, соответствующие подразделения вооруженных сил. Я поручил министру иностранных дел Украины немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай намерен на это реагировать. Привлечение России прямо или косвенно Китая к этой войне в Европе – это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны. Он ищет, как воевать дальше. На это точно требуется реакция. Реакция Соединенных Штатов, Европы и всех в мире, кто хочет, чтобы мир был. Пленные граждане Китая находятся в службе безопасности Украины. Продолжаются соответствующие следственные и оперативные действия. Заявление Владимира Зеленского о гражданах Китая, взятых ВСУ в плен. Официальной реакции Пекина пока не последовало. Я напомню, что о других усилиях Китая по помощи России в ее войне против Украины, в частности, о том, как Пекин поставляет Москве так нужную ей электронику для оружия, а также товары двойного назначения, регулярно говорят в Вашингтоне на протяжении всех более чем 3 лет этой войны. Мы будем следить за развитием этой новости. На этом фоне приходит сообщение о том, что если китайцы, возможно, пришли повоевать в Европу, то американцы из Европы намерены уходить. Командование сухопутных войск США в Европе и Африке, которое базируется в германском Штутгарте, объявило о передислокации американского военного персонала и техники из польского города Жешув. Именно через Жешув в Украину поступает львиная доля военной помощи. Сообщается, что это давно планировавшееся решение. А американский телеканал NBC News, который ссылается на анонимные источники, сообщил, что Пентагон рассматривает предложение о выводе из Европы до 10 тысяч американских военнослужащих. Что происходит с американским военным присутствием в Европе, рассказывает аналитическая служба «Радио Вашингтон». Американские войска остались в Старом Свете из-за начала Холодной войны для защиты Западной Европы от вполне вероятного советского вторжения. На пике численности в конце 50-х годов в Европе находились 475 тысяч американских солдат и офицеров. Когда Холодная война закончилась, а СССР распался, американское военное присутствие было резко сокращено, но войска не были выведены полностью. Против этого выступили европейцы, заинтересованные в военной поддержке со стороны США. Перефразируя одну из любимых фраз президента Дональда Трампа, они не хотели платить за собственную безопасность. В свою очередь, Вашингтон сохранил возможность обеспечивать безопасность Соединенных Штатов на дальних рубежах, поддерживать свои операции на Ближнем Востоке и в Африке, а также проводить боевое слаживание с союзниками по НАТО. Важно помнить, что США обеспечивают Европе ядерный зонтик. В Бельгии, Нидерландах, Италии, Германии и Турции находятся запасы американского тактического ядерного оружия. Впрочем, недавно Франция выразила готовность заменить США в этой роли. К началу года в Европе находились около 85 тысяч солдат и офицеров США. До начала открытого вторжения России в Украину их было на четверть меньше. В 2022 году президент Джо Байден направил 20 тысяч американских военных в приграничные с Россией и Белоруссией страны. Судя по сообщению NBC News, половину именно этой группировки Пентагон и планирует вывести из Европы, если, конечно, план будет финализирован. В свое первое президентство Дональд Трамп создал прецедент.
контингент в 2020-м после ухудшения отношений с Германией вывел из страны около 12 тысяч военных. Половина осталась в Европе, но остальные вернулись в Америку. Нынешняя администрация США декларирует, что США намерены оставаться членом НАТО, но в то же время, что угрозы безопасности Европы для Америки менее важны, чем угрозы со стороны Китая. Кроме того, президент Трамп хочет, чтобы Европа платила больше за американское военное присутствие. Ныне европейцы покрывают примерно треть расходов на содержание американских военных на своей территории. Трамп считает это недостаточным. Поэтому можно предполагать, что процесс сокращения американского контингента вполне возможен. США обладает в Европе более чем 40 военными базами. Их больше всего в Германии, Италии и Великобритании. Большинство этих баз также используются и союзниками по НАТО. Тут важно напомнить, что статус американских частей в Европе очень разный. Костяк американской группировки составляет части постоянного базирования, которые и обеспечивают защиту Европы от разнообразных угроз ее безопасности. Вторая группа частей участвует в долгосрочных программах ротации. Эти программы были начаты после оккупации Крыма совместно с союзниками по НАТО для дополнительной защиты стран Балтии, Болгарии, Венгрии, Польши и Румынии. Возможно судить, что участие именно в этих программах США с наименьшим напряжением смогут передоверить союзникам. Кроме того, в Европу регулярно перебрасывают американские части, как регулярные, так и национальной гвардии, для совместных учений с союзниками, то есть на относительно короткий срок. Справка об американском военном присутствии в Европе аналитической службы «Радио Вашингтон». В Европе тем временем продолжают разговор о помощи Киеву, и на этой неделе для такого разговора соберутся министры иностранных дел НАТО. Но есть нюанс. Министр обороны США Пит Хексет, по предварительным данным, в Европу не приедет, и пока непонятно, будет ли он вообще участвовать как в совещании министров НАТО, так и в заседании контактной группы по защите Украины, известной под названием «Рамштайн». Из Брюсселя обо всем об этом рассказывает Валентина Васильева, автор подкаста «Брюссель подслушано» и корреспондент радио «Вашингтон» в столице Евросоюза. 10-11 апреля в штаб-квартире НАТО вновь важные встречи. В четверг Франция и Великобритания собирают министров обороны так называемой коалиции желающих для обсуждения гарантий безопасности, которые они могут предоставить Украине в случае, если мирное соглашение будет достигнуто. Речь идет и об укреплении украинской армии, и об отправке европейских войск в Украину, по поводу чего, впрочем, окончательного согласия между странами пока нет. Как рассказывал 27 марта после встречи в Париже Эммануэль Макрон, коалиция может направить в Украину так называемые силы сдерживания. Это не миротворческая миссия, а контингент не будет расположен на линии соприкосновения, а будет находиться в других частях Украины и в случае необходимости сможет отреагировать, если Россия нарушит режим прекращения огня. Как рассказал мне один из европейских дипломатов, страны коалиции хотели бы, чтобы поддержку их войскам в Украине оказывали также США, но пока вопрос так не стоит. Несмотря на то, что на прошлой встрече коалиции желающих в Париже принимали участие больше 30 делегаций из разных стран, представителей Вашингтона на ней не было. Как сообщает издание Defense News, глава Пентагона Пит Хексет также не приедет на встречу коалиции в штаб-квартире НАТО 10 апреля. Не будет его, по всей видимости, и в эту пятницу на встрече контактной группы по обороне Украины, более известной как формат «Рамштайн». Это первый раз, когда глава Пентагона не будет ни лично, ни онлайн присутствовать на встрече. Прошлый министр обороны США Ллойд Остин был главным организатором контактной группы. После того, как США перестали быть лидером в усилиях по военной помощи Киеву, главную роль взяли на себя Великобритания и Германия. Именно они организуют «Рамштайн» в этот раз. Вместе с тем, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, сегодня посетивший Киев, объявил о новом пакете военной помощи Украине в размере 1 миллиард евро. Он пообещал, что такую сумму Бельгия будет выделять Украине каждый год на оборонные вопросы. Де Вевер отметил большую заинтересованность в размещении бельгийского оборонного производства в Украине и объявил о подписании 4 оборонных контрактов. Нам нужно помочь Украине построить собственные оборонные возможности, а также надо заново вооружать Европу против новой агрессии России, заявил он. Валентина Васильева из Брюсселя. Специально для радио Вашингтон. Сегодня же украинская тема обсуждалась в Вашингтоне на высоком уровне.
Комитет Палаты представителей Конгресса США по военным вопросам провел слушание с участием генерала Кристофера Каволи, командующего Объединенными силами НАТО в Европе. Эти слушания показали довольно важное. Во-первых, в Конгрессе даже со стороны республиканцев, поддерживающих президента Трампа, продолжают звучать и жесткая критика Путина, и слова солидарности с Украиной. Во-вторых, действующий командующий силами НАТО вовсю поддерживает продолжение военной помощи Украине со стороны США и заявляет, что для Украины не проиграть в этой войне – это уже выиграть. А вот что заявил, открывая слушание, председатель Комитета по военным вопросам Палаты представителей Конгресса США, конгрессмен от Алабамы, республиканец Майк Роджерс. Владимир Путин is not our friend. Владимир Путин не наш друг. Он не раскаявшийся агент КГБ, который уверен, что развал СССР был, цитирую, «крупнейшей геополитической катастрофой 20 века». Конец цитаты. Его желание восстановить Советский Союз подтолкнуло его к нападению на Грузию в 2008, вторжению в Крым и Донбасс в 2014 и начать полномасштабное вторжение в Украину в 2022. Те, кто критикует расширение НАТО и говорят, что это как-то спровоцировало нападение России на Украину, неправы. Украинский народ уже более 3 лет мужественно сражается, защищая свою свободу. Но я согласен с президентом Трампом в том, что настало время прекратить кровопролитие. У президента Байдена никогда не было плана в этой войне. Замедляя предоставление Украине вооружения и принимая дырявые санкции, он позволил этому конфликту перейти в патовую ситуацию. Президент Трамп вышел из этого тупика, и Украина согласилась на прекращение огня как первый шаг, показав их волю к миру. Россия, тем не менее, подобного не сделала и продолжает убивать невинных людей. На прошлой неделе Россия ударила по детской площадке, убив 9 детей. Убийство невинных украинских детей никак не приближает мир. Заодно Майк Роджерс отреагировал на то, о чем мы вам сегодня уже рассказывали, на возможный выход американских военных из Польши и на слухи об уходе США от роли военного командования в НАТО. Я обеспокоен тем, что некоторые в Министерстве обороны США не только рассматривают возможность прекратить наше командование силами НАТО, но еще и значительно сократить наше военное присутствие в Европе. Я особенно обеспокоен тем, что с Конгрессом не советуются. Лидерство США в НАТО необходимо для гарантии того, что американские силы, включая и наше ядерное оружие, всегда остаются под командованием США. Сокращение нашего присутствия в Европе, в особенности на восточном фланге НАТО, лишь ослабит наш рычаг воздействия на Путина. Стоит подчеркнуть, что республиканец Майк Роджерс является верным сторонником Дональда Трампа в других вопросах, но тут совершенно очевидно, он стоит на явно более проукраинских позициях, чем Белый дом. Тем временем последние жестокие удары России по Украине, которые не удалось перехватить украинской противовоздушной обороне, ставят вопрос о состоянии украинской ПВО. И об этом я поговорил с военным аналитиком независимого издания «Медуза» Дмитрием Кузнецом. У украинского ПВО есть 2 проблемы. Первая – это дефицит ракет хронический для практически всех систем, которые стоят на вооружении. Вторая – недостаточное количество пусковых установок, радаров и, собственно, систем для того, чтобы защищать всю территорию, и постоянно приходится делать выбор, что защищать, что нет. Как правило, это выбор между развертыванием систем ПВО около фронта или развертыванием в тылу. Проблема с дефицитом ракет началась еще до массовых поставок Западом систем ПВО Украине, при том, что значительная часть систем советского производства, которая была у Украины до начала вторжения, она сохранилась, хотя потери в первые дни были большие, но, тем не менее, удалось Украине сохранить значительную часть этих систем, которые в марте 2022 года нанесли большие потери российской авиации. Но постепенно и довольно быстро, в течение 2022 года, боезапас к этим системам был исчерпан, были попытки поставлять из Восточной Европы. Естественно, там тоже ракеты довольно быстро закончились, после чего началось массовое развертывание западных систем в Украине. Кроме того, для того, чтобы поддерживать боеспособность систем советского производства, была создана программа «Франкен-СЭМ». Это оснащение западными ракетами как раз советских систем ПВО. И тем не менее, из-за интенсивности боевых действий в воздухе все эти системы испытывают дефицит боеприпасов. А есть ли еще какие-то механизмы в снабжении Украины западными вооружениями, которые работают, особенно в области ПВО?
Насколько можно судить сейчас, более-менее нормально обстоит дело с поставками боеприпасов для систем Patriot, то есть для дальнобойного ПВО американского производства. То есть поставляли эти системы не только США, но и страны ЕС, Германия прежде всего. А ракеты поставляют США. Там заключен контракт на производство этих ракет по специальной программе помощи Украине. Насколько можно судить, эта программа не прерывалась даже в тот момент, когда Трамп объявил о прекращении поставок. То есть производство продолжается, ракеты поставляются. При этом Украина все время заявляет, что дальнобойных систем ПВО недостаточно. Хотела бы иметь намного больше именно для того, чтобы прикрыть не только тыловые районы, как это сейчас происходит, но и районы около линии фронта. Прежде всего, там речь идет о противодействии российским бомбардировщикам, которые используют с большого расстояния бомбы с системой планирования и коррекции, то есть с крылышками наведения по спутниковой навигации. Есть аналогичные европейские поставки. Франко-итальянская система, тоже дальнобойная. Вот насколько можно судить, к ней есть претензии как по эффективности, так и прежде всего по обеспеченности боеприпасами. Просто из-за того, что у самих европейских стран ракет недостаточно. Ну и по всем остальным системам, по системам средней дальности, по системам малой дальности, тоже примерно такая же ситуация. Периодически возникает дефицит боеприпасов. Есть попытки продолжать использовать системы советского производства с помощью, оснащая их западными ракетами. Но принципиально решить проблему дефицита не удается. Этим моим разговором с Дмитрием Кузнецом об украинской ПВО мы заканчиваем очередной выпуск подкаста «Украина. Что происходит?», подготовленный журналистами радио «Вашингтон». Если вы следите за событиями в Украине и за тем, как США и остальной мир реагируют на российскую войну в этой стране, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». Спасибо за внимание и до встречи.